4 апреля на историческом факультете МГУ имени Ломоносова состоялась научно-практическая конференция «Южный Кавказ. Выборы. Новые геополитические реалии. Экономика, безопасность, гуманитарная сфера». Мероприятие было организовано при поддержке политологического центра «Север-Юг» и информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». Ведущие эксперты и ученые из России, Азербайджана и Армении собрались, чтобы обсудить наиболее острые проблемы региона. Появились принципиально новые тренды в сфере безопасности, меняется экономический ландшафт региона, и, наконец, со стороны российского руководства следуют инициативы, предложения, направленные на выстраивание новых моделей взаимодействия между экономиками Южного Кавказа и Евразийским интеграционным проектом. 1 января 2015 года стартует Евразийский экономический союз, и, естественно, каждая страна региона в той или иной степени будет определять параметры сотрудничества с Евразийским проектом в формате пока 3 стран – Россия, Казахстан, Беларусь. Но вполне вероятно, что в ближайшем будущем состав этого интеграционного проекта будет расширен. Южный Кавказ вступил в длинный электоральный цикл. Только что закончились выборы в Армении. Предстоят осенью этого года президентские выборы в Азербайджане и президентские выборы в Грузии. Все это также будет оказывать, безусловно, влияние на как характер отношений между странами Южного Кавказа и Российской Федерацией, так и мы хотели и благодарны нашим коллегам из Армении и Азербайджана, которые откликнулись на предложение исторического факультета МГУ и принимают участие в нашем сегодняшнем мероприятии. Нам было бы интересно выслушать и точки зрения экспертов из этих стран, какие риски, какие возможности открываются в новой геостратегической перспективе перед Арменией, Грузией и Азербайджаном. Суммируя итоги российской политики на Южном Кавказе, за последние, скажем так, 2 десятилетия, нельзя не признать, что ее итогом стало поэтапное ослабление позиции России в регионе как таковом и в ее отношениях с Грузией, Азербайджаном, а в последнее время в какой-то мере и с Арменией. Сейчас, на мой взгляд, договариваться с Евросоюзом значительно труднее, чем даже с Соединенными Штатами, учитывая кризисное и совершенно по целому ряду, так сказать, позиций непонятные ситуации в Европейском Союзе. Оценивая перспективы отношений в целом с государствами Южного Кавказа, нельзя не признать, что военный конфликт на Кавказе, ухудшивший отношения России с западным миром и, в частности, с Грузией, а также последовавший за этим мировой финансовый кризис, заставляют задуматься о дальнейшей траектории развития самой российской политики и о том, как она отвечает на вызовы, с которыми сталкивается. Решение задач поддержания стабильности на южных рубежах России, равно как и исторический фундамент ее отношений с народами Южного Кавказа, диктует необходимость преодоления существующих противоречий в отношениях с государствами этого региона с одной стороны и налаживания сотрудничества с международным сообществом в решении его проблем с другой стороны. А для этого необходима разработка новых стратегических подходов и поиск взаимоприемлемых решений в отношениях с крупными мировыми державами и их союзами. Наступил цикл нового геополитического мирообразования. Вот это надо держать в поле зрения, потому что после неудачной попытки однополярного мира и ушедшего уже теперь в историю биполярного мира, совершенно объяснимо наступил этот период, когда соседние, а часто даже не соседние в географическом смысле государства ищут общие интересы для того, чтобы сформировать этот многополярный мир. Таким образом, вот это первое предложение. Второе предложение связано с тем, что до 2004 года регулярно были встречи глав кавказских государств. Чаще всего это происходило, за редким исключением, в рамках саммитов СНГ.
После 2004 года, когда к власти пришла новая политическая сила, как теперь говорят, и Саакашвили, вот эта возможность, она, собственно, уже была нереальной. И это странно, если посмотреть на наш Кавказ, на Большой Кавказ, что это совершенно редкие и даже исключительные случаи, когда вместе не собираются и не рассматриваются какие-то срочные вопросы, вопросы новых вызовов и тем более стратегические вопросы. Не считайте, что я, может быть, опережаю наши возможности, но надо привлечь внимание к этой теме, сформировать общественное мнение, потому что мы пока разобщенно ведем дискуссии. И если даже они проходят на содержательном уровне, но нет резонанса, то мы не достигаем цели. Надо более, может быть, поднять уровень дискуссий. Поэтому я бы так вот, в общем, выступил даже за то, чтобы нам подумать о хорошей подготовке, обстоятельной подготовке такого общекавказского форума. Не обязательно представители или только представители властей, но что особенно важно, тех влиятельных, уже существующих и действующих, имеющих, так сказать, репутацию и профессиональные знания организации гражданского общества. Эта конференция, конечно, имеет большое значение в качестве площадки для диалога. Этот диалог имеет очень важное значение в плане сотрудничества. То есть проведение таких диалогов, таких встреч ведет к большему пониманию друг друга и, соответственно, для принятия адекватных решений. Изучение Кавказа для россиян, мне кажется, что имеет немаленькое, не только академическое, но и практическое значение. И, конечно же, для самих ученых Южного Кавказа представлять то, что происходит, в России, и пытаться каким-то образом, ну, так сказать, поделиться с россиянами той информацией, соображениями, которые есть у них, это тоже важно. Поэтому такого рода конференции, они, на мой взгляд, и я совершенно не лукавлю, чрезвычайно важны и нужны.